Всем привет! Продолжаем рубрику «Боевой гайд». После предыдущего видео по данной тематике было создано голосование, в результате которого практически из 2000 голосов был выбран Михоук. Порядка 60% зрителей проголосовало за него. Среди других участников был Кизару, Лоу Новый Мир и Бо Хэнкок времен Маринфорда. Однако огромный интерес почему-то вызывает именно Михоук у большинства зрителей. Честно говоря, не знаю, с чем это связано, но есть как есть. Давайте, наверное, начнем с того, что обсудим автоатаки у Михоука. Всего у него их 5. Как они выглядят, я вам сейчас показал. Давайте по кадрам посмотрим его автоатаки, насколько безопасно можно их использовать для того, чтобы уходить, допустим, от линков, когда вы поймали противника. Сейчас я буду нажимать автоатаку и сразу после нее использовать дэш. После первой автоатаки он может достаточно быстро уходить, то есть кадры быстрые. После второй, видите, уже он не может так быстро уйти. После третьей такая же ситуация. После четвертой наиболее долгие кадры. То есть, если ловить Михоука, то выгоднее, конечно, это делать на четвертой. Но это, в принципе, и понятно, потому что обычно Михоуки играют вот так. Обычно на этом слэше его и ловят. Пятая автоатака, она как бы неплохая, но ее никто не использует. Она нам понадобится для того, чтобы потом делать комбо. Также давайте посмотрим, как восстанавливается противник от автоатак Михоука. Достаточно быстрое восстановление после первой автоатаки. После второй автоатаки видно, что противник восстанавливается чуть дольше. Это уже дает нам возможность делать вот так, в случае, если мы не хотим ранять противника и нам нужно потянуть время. Хотя, забегая вперед, скажу, что более выгодным вариантом будет сначала отправить противника в воздух, а потом уже делать тычки. Так, смотрим на третью автоатаку. Восстановление такое же, как после второй автоатаки в целом. Ну и после четвертой автоатаки мы роняем противника. А теперь давайте объясню, почему лучше уронить противника и потом уже делать тычки. То есть, если вы видите, что у атак вашего персонажа восстановление достаточно быстрое, то не пытайтесь уйти от линка в надежде на то, что вы успеете вернуться и поймать противника. Поэтому надежнее всегда положить противника и потом уже начинать делать тычки. Но опять-таки я говорю, что это все исключительно зависит от того, на каком персонаже вы играете и какое восстановление у автоатак. Если вы делаете тычки по противнику, который находится в воздухе, то вы гораздо больше растягиваете время. Давайте просто для примера посмотрим, успеет ли восстановиться, допустим, первый скилл. Поймали противника. Представим, что мы избежали линк или линка у противника нет. Таким образом, мы уже дошли до того, что мы восстановили первый скилл, и мы можем даже закрыть первым скиллом комбо и уже сетапить продолжение первого скилла. Держите этот момент в голове и используйте, когда вам необходимо восстановить скиллы. Также стоит отметить, что у Михоука, как вы можете заметить, здесь есть шкала меча, которая заполняется с помощью ваших скиллов, которые вы используете, а также благодаря четвертой автоатаке. Неважно, попадете вы ими или не попадете. Единственное, обратите внимание, что на втором скилле вы не получаете шкалу. Этот скилл — это контратака. Дает он ее только в том случае, если противник попадет по вам, и вы успешно его контратакуете, либо же если вы используете двойку и нажимаете автоатаку. Если вы используете автоатаку, то Михоук выкидывает слэш. Стоит также отметить тот факт, что и спешл заполняет шкалу, заполняет его, как вы видите, примерно в 2 раза больше, чем обычный скилл, ну или обычная автоатака. Этот момент вы также держите в голове. Так, теперь, наверное, перейдем к тому, что рассмотрим его скиллы, как они работают. Первый скилл у Михоука очень хороший. Это такой выпад, который открывает красное продолжение, которое, в принципе, можно отлично использовать для того, чтобы начать новое комбо, так называемый сетап. Что стоит отметить касательно этого первого скилла? Он имеет приоритет над красными скиллами, он имеет приоритет над логией. Соответственно, давайте я вам покажу, как это выглядит. Акайно ушел. Видите, мы выбили его из логии. Соответственно, давайте я вам также покажу, как это выглядит против красных скиллов. Единственное, что стоит отметить, что у каждого персонажа, против которого вы играете, красные скиллы могут совершенно по-разному работать. Могут возникать индивидуальные случаи. Давайте, например, посмотрим, как это произойдет с Гарпом. Вы знаете, я проверил все случаи, когда используешь скилл издалека, когда используешь его вблизи. Разницы абсолютно никакой нету. Единственный более безопасный вариант — это использовать скилл куда-нибудь в сторону. Но это крайне тяжело сделать, если честно.
Как вы видите, угол, по крайней мере на клавиатуре, не позволяет сделать так, чтобы создать правильную диагональ. Вполне возможно, что на телефоне сделать эту диагональ будет гораздо легче, поскольку, если вы заметите, то когда я нажимаю вперед и в сторону, то стик у меня все время в одном и том же положении. Изменить угол я не могу. Так что этот момент также имейте в виду. То может произойти вот такая ситуация, и в итоге не вы поймаете противника, а поймают вас. Ну, либо в лучшем случае вы войдете в размен, но у противника опять-таки будет возможность среагировать и просто поймать вас линком и даже начать свое собственное комбо. Теперь давайте вернемся к обсуждению первого скилла. Я обещал вам показать, как лучше его использовать. Давайте я вам схематично покажу и объясню. Буду рисовать вам в пейнте. Зеленый — это Михоук, вот его позиция. Красный — это противник. Вот это расстояние использования скилла от Михоука до противника. Соответственно, Михоук будет останавливаться вот в этой точке, когда он использует скилл отсюда. Если противник увидел то, что Михоук делает выпад с этой позиции, и он реагирует на это, то он должен делать дэш к вам за спину, то есть вот сюда. То есть противник оказывается у вас за спиной и легко вас наказывает. Это был первый вариант. Теперь рассмотрим второй вариант. Позиция Михоука здесь. Позиция противника вот здесь. То есть расстояние между вами сократилось вдвое. И это на самом деле самый лучший вариант для вас использовать первый скилл. Смотрите, вы используете первый скилл и оказываетесь у противника за спиной. В этом случае у противника мало времени на то, чтобы среагировать на ваш выпад. Соответственно, вы его поймаете. В случае, если вы его не поймали, и он каким-то чудесным образом успел среагировать, то он сделает дэш вам за спину. Он сделал дэш вам за спину и оказался вот в этой позиции. А теперь обратите внимание на расстояние от вас до него. Вы оказались буквально в противоположных местах, да еще и удвоили дистанцию. Соответственно, именно поэтому лучше использовать первый скилл, находясь максимально близко к противнику. Допустим, вы скажете, а что если у противника за спиной стена? Допустим, Михоук находится в этой позиции, противник находится в этой позиции. Вот эта стена. Вы, получается, используете первый скилл и оказываетесь в тупике у стены. Здесь опять-таки ситуация такая. Вы либо задеваете противника, либо он делает дэш вам за спину и оказывается вот в этой позиции. Соответственно, Михоук у нас, получается, находится в этой позиции, а противник находится вот в этой. И все еще между вами остается достаточно большое расстояние, на котором вы сможете безопасно уйти. Понимаете, о чем я? Ну, в общем, суть с первым скиллом, я думаю, вы поняли. Соответственно, не пытайтесь его использовать где-то отсюда, да? Это кажется, что вы используете его издалека, из безопасной дистанции, но на самом деле это не так. Вот здесь вы даете противнику возможность увидеть, что вы делаете выпад. Таким образом, он просто делает дэш вам за спину, оказывается вот буквально вот здесь и просто наказывает вас. Напрягайте противника, суетитесь вокруг него и заставляйте его ошибаться, двигаться, перемещаться как-то, и потом вот отсюда уже используйте. Также забыл отметить немаловажный факт касательно первого скилла. Смотрите, после того, как вы поймали, не торопитесь бить противника. Побегайте вокруг него, у вас огромное количество времени, чтобы подстроить противника под необходимый вам угол, да, для того, чтобы вам удобно было сделать комбо. Также это дает вам время, чтобы избежать линк, потому что противники, как правило, реагируют с какой-то определенной задержкой, и им не важно, бьете вы его или нет, он по факту видит, что вы его сбили с ног. Это уже только хорошего уровня игроки могут придержать линк, чтобы выгодно его сдать, поэтому бегайте, крутитесь, подставляйте противника под нужный вам угол, избегайте линки таким образом. Ну, в общем, такой немаловажный момент тоже. Как я уже и сказал, второй скилл — это контратака. Как я уже и сказал, вы можете нажать автоатаку и Михоук выкинет слэш. Но теперь давайте поговорим о ситуации, когда противник попадает в вашу контратаку и вы, соответственно, ее триггерите. Вообще у Михоука достаточно много вариаций на контратаке. Сейчас я вам их всех продемонстрирую. Сейчас я использую контратаку чуть раньше, чем противник попадет в меня своим скиллом. Мы отразили скилл противника в сторону. Это, скажем так, не идеальный тайминг. Теперь сделаем то же самое, но потом нажмем автоатаку. Видите, у нас после этого есть возможность еще кинуть слэш. Это уже второй вариант. Теперь давайте рассмотрим третий вариант, когда мы не идеально попадаем в тайминг и отражаем скилл противника в сторону. Соответственно, используем и нажимаем еще раз второй скилл. Мы делаем такой телепорт за спину противнику. У этого удара также есть возможность выбивать противника из логи. Мы теперь знаем, что есть уже как минимум 3 варианта контратаки, когда мы используем не идеальный тайминг. Соответственно, поговорим о том, когда мы используем идеальный тайминг. Сейчас просто нажмем второй скилл в тайминг и ничего больше жать не будем.
Видите, мы отразили скилл противника ему в лицо. Второй вариант — это когда мы нажимаем контратаку в тайминг и используем автоатаку. Давайте посмотрим. Видите, мы активируем меч. Единственное, что стоит сказать касательно идеального тайминга и активации меча, смотрите, какая ситуация может произойти, если скилл противника достаточно продолжительный. Конечно, лучше всего после того, как вы нажали идеально в тайминг, немного подождать и потом уже нажать автоатаку. Но тут тоже надо быть внимательным, потому что можно переждать и, скажем так, упустить возможность триггернуть меч. Теперь рассмотрим третий вариант идеального тайминга. Тут, кстати, можно поступить как вы хотите. Можете просто зажать второй скилл, а можете нажать в момент тайминга, а потом еще раз его нажать. Вот сейчас мы зажали просто. А сейчас мы немножечко подержали. Мы таким образом даем себе возможность подумать, хотим мы использовать телепорт за спину или хотим активировать меч. Давайте теперь также рассмотрим вариант, когда противник использует ближнюю атаку. Тут также есть несколько вариантов. Вот мы использовали в идеальный тайминг, и, соответственно, у нас открылось продолжение в виде вот этого скилла. Теперь давайте сделаем все то же самое, прожмем в идеальный тайминг, но потом нажмем автоатаку. Мы активируем меч, видите? Ну и теперь вариант, когда вы используете в контратаку, но не делаете идеальный тайминг. Михолк автоматически делает ТП за спину. То есть даже можно ничего не нажимать, смотрите. Видите, он сам делает этот телепорт. Нужно сказать еще один момент, что не всегда получается поймать противника на данной контратаке с телепортом, потому что во многом все зависит от того, где находится ваш противник, какой скилл он использует, или использует он автоатаку. Все будет также зависеть от скорости восстановления противника, насколько быстро он восстанавливается после использования своего скилла. То есть, если у него восстановление достаточно быстрое, то у него есть возможность уйти от вашего телепорта. То есть, в некоторых случаях получается так, что не вы ловите противника, а противник ловит вас. Но это уже вам нужно самостоятельно разбираться в этом, потому что персонажей много, скиллов еще больше. Вам надо на своем опыте все это дело понять, изучить. Такие моменты тоже нужно знать. В общем-то, мы обсудили все варианты использования его контратаки. Посмотрели, какие они есть, как они работают. Соответственно, для каждого случая вы можете выбирать, что вам нужно в конкретной ситуации, и это использовать. Но также я забыл совершенно упомянуть, что если вы хороши в том, чтобы уворачиваться от линков, реагировать на линки, то используйте контратаку как возможность избежать линка. Несмотря на то, что у меня получилось все сделать, мы дропнули противника, и он ушел на восстановление. Не совсем удобно получилось в том плане, что Акайну использовал линк, когда он уже был практически на земле. Важно еще, чтобы вам повезло с таймингами в этом плане. То есть давайте вот поступим таким образом, не будем ронять его на землю. Противники, как правило, реагируют на то, чтобы сдавать линк на второй, на третьей атаке после того, как вы его зацепили. Но в среднем ближе к третьей все же. То есть давайте посмотрим, как это выглядит. Видите, в этом случае как бы мы среагировали и контратаковали. Но опять-таки я повторю, что все зависит от вас, насколько вы хороши в том, чтобы избегать линки. Потому что если вы обратили внимание, вы теряете ХП, и бывают ситуации, когда вам это ХП терять просто, нельзя. Просто имейте в виду, что второй скилл вы сможете использовать как контратаку, когда вы уже поймали противника, и у вас, допустим, нету дэшей. Что также стоит дополнительно сказать про контратаку, она работает, к сожалению, почему-то не на все скиллы. Вот, например, сейчас я покажу вам, как это работает против скилла Кизару с его зеркалом. Видите, оно вообще не триггерится по какой-то причине. С чем это связано, я не знаю. Давайте попробуем в самой дальней точке его триггернуть. Там, где непосредственно Кизару уже наносит удар. Ага, вот здесь он срабатывает. То есть Кизару поймать вы сможете только когда этот луч добьет до самого конца. Имейте это в виду. Также еще хочу сказать по поводу того, как вы можете использовать то, что, скажем так, оставляет противник на поле. Давайте покажу. Смотрите. Вы можете использовать подобного рода объекты для того, чтобы телепортироваться, триггернуть скиллы Михолку. Также вы можете использовать растения Белоуса. Растения Усопа, чтобы триггернуть телепорт. Такие дела. Теперь давайте поговорим о его специальном скилле. Он бьет через всю арену.
Он достаточно широкий. Еще у него есть такая особенность засасывать противника. То есть одним дэшем уйти от этого достаточно тяжело. Потому что если противник уйдет либо влево, либо вправо, спешл все еще может зацепить его. Противника, грубо говоря, засасывает в него. Вот такая вот интересная особенность. Мне это, конечно, не очень нравится, но есть как есть. Что касается ульты, то ничего особенного в ней нету, за исключением того, что она очень красивая. Бьет он без воли вооружения, то есть логию ультой не пробить. Дальность тоже, в принципе, средняя. Ну, давайте просто продемонстрирую, как она выглядит, и все. Это получается, если мы говорим про его обычное, скажем так, состояние. Теперь давайте также поговорим о том, когда он активирует меч. Стоит сразу отметить тот факт, что активировать меч вы можете только зажав первую автоатаку. Михоук, к сожалению, в отличие от Шанкса, не имеет возможности делать это буквально на каждой автоатаке. Соответственно, после активации меча мы видим, что открываются два скилла дополнительных. Меняется первый скилл и меняется спешл. Что стоит сказать касательно вот этого скилла? Он, в принципе, неплохой, но от него достаточно легко уходить. Вам даже не обязательно как-то существенно двигаться или тратить дэши. Но вы видели, что он бьет посередине и расходится на градусов 45 влево-вправо. Соответственно, вам достаточно встать либо сюда, и вы эту атаку легко избежите. Еще раз я использую этот скилл, чтобы показать вам, что он достаточно наказуем. Видите, как долго используется дэш. То есть Михоуку поймать на этом скилле достаточно легко. Особенно если у вас есть красный скилл. Особенно это будет легко сделать на гарпе. Теперь смотрим на этот скилл. То есть можно нажать его, и он делает выпад. Теперь я покажу вам, что этот скилл можно на самом деле зажать куда-нибудь в сторону, а потом сделать вот так. То есть этот скилл хорош тем, что дает вам возможность, допустим, контратаковать противника. Ну, давайте на примере Энели я вам попробую показать, как это работает. Увидели, да? Первый выпад сделайте в сторону, а второй выпад просто зажмите скилл, но не нажимайте кнопки движения. То есть не двигайтесь никуда. Дайте возможность персонажу самому автонаводкой поймать противника. Отпустите все клавиши движения. Видите? То есть я никуда не нажимал. Дайте триггернуться скиллу в нужную сторону самому. Ну, по первому скиллу особо ничего не скажешь. Михоук кидает слэш, который летит сначала медленно, потом быстро и расширяется при этом. Что также стоит сказать, что если вы заметили, то после использования первого скилла у вас открывается опять-таки этот выпад. Вы используете меч. У вас есть вот такая возможность. Есть возможность вот так сделать. И потом опять вернуться этим же скиллом. Теперь надо сказать, что по кадрам, да, у первого скилла и у его продолжения, скажем так. То есть используем скилл, сразу жмем дэш. Не самое большое количество кадров, достаточно быстро можно на этом уйти, но если противник достаточно близко, каким-то образом он может вас поймать. Ну, опять-таки, если это какой-то красный скилл, допустим, того же гарпа. Теперь касательно продолжения, вот тут уже да. Вот видите, он уже здесь стоит достаточно долго. В принципе, я пояснил, на что вас могут поймать. Единственное, про что осталось сказать, это про его второй спешл, который изменяется во время использования меча. Выглядит он вот так. Хорошая область покрывает, я думаю, где-то градусов 270, наверное, да. В чем минус этого специального скилла? То есть мы видим, что он используется достаточно долго. Летит эта волна тоже очень медленно. Но у этого специального скилла есть большой плюс. Вы можете его использовать и сразу использовать дэш. Он максимально сейвовый в этом плане. Если вы вдруг не попали по противнику, у вас есть возможность сразу просто уйти. Либо же прожать контратаку. Видите, вы из красного скилла входите в другой красный скилл. Единственное, что активка, видите, она просто сама по себе в самом начале не красная. Ну что ж, теперь, наверное, перейдем к обсуждению активного скилла. Вот так он выглядит. Хороший скилл. Красный дает возможность также выбивать логию. У Михоуку, получается, есть 3 скилла, которые позволяют ему выбивать противника из состояния логии. Соответственно, это первый скилл, это активный скилл и вариант контратаки, когда он делает телепорт за спину.
Да, он красный, но он достаточно долгий. И это дает возможность противнику увидеть и среагировать, чтобы сделать контратаку. У него достаточно долгое восстановление после того, как он приземляется на землю. То есть, видите, да, количество кадров достаточно большое. То есть, уйти ему достаточно тяжело после этого. Не уйти, не использовать быстрый скилл у него не получится. То есть, на этом моменте Михолка надо ловить. Единственное, что, конечно, по радиусу, видите, опасная тема. Пытаться его контратаковать, нужно это делать за спину. Честно говоря, не думал, что смогу придумать что-то с этим активным скиллом, потому что посмотрите, как он выглядит и как действует. Видите, если противник находится достаточно далеко от стены, он буквально наносит 1632 урона и больше ничего не делает. Восстановление после него достаточно быстрое, вы не успеете даже подойти к противнику нормально. Единственное, если противник будет стоять достаточно близко к стене, тогда этот скилл имеет возможность поддержать противника подольше. Но опять-таки урона крайне мало. Но тем не менее это не помешало мне придумать комбо, чтобы иметь возможность максимально далеко наносить урон противнику и не рисковать тем, что вас поймают каким-то ближним линком. Возможно, вам даже повезет и вы будете вне зоны досягаемости от линка Рейли. Давайте я продемонстрирую вам это комбо и потом дам несколько комментариев. Вот таким вот образом выглядит комбо. Как вы могли заметить, мы за комбо наполняем полностью шкалу и имеем возможность совершенно безопасно издалека нанести урон. То есть, используя данное комбо, вы можете совершенно не бояться попасть под ближний линк противника. Лыну. Видели, что я сделал? Я сделал шаг в сторону, чтобы избежать линк Шанкса. То есть дальние линки подобного формата вы также можете избегать с помощью шага в сторону во время атаки. Тоже имейте это в виду. Если вы заметили, то после 4-й автоатаки я использую первый скилл максимально далеко и делаю дэш. Почему я использую первый скилл именно отсюда? Чтобы потом иметь возможность находиться ближе к исходной позиции, откуда вы начали свою атаку. Не нужно после того, как вы поймали автоатакой противника, бежать вот сюда и использовать его здесь. Потому что, видите, вы находитесь в этой позиции, и вам гораздо дальше придется потом возвращаться на исходную позицию. Соответственно, это немаловажный момент для того, чтобы максимально безопасно делать это комбо. После первого скилла делаете дэш и сразу же начинаете делать автоатаки. Делаете 3 автоатаки назад и 4-ю автоатаку направляете на противника. Есть еще один момент, о котором я хочу сказать, чтобы также лишний раз не сокращать дистанцию. Активируйте меч в противоположную сторону, чтобы шаг вперед не делать. И потом уже используйте скилл. После того, как вы сделали это комбо, у вас открывается продолжение различное, и вы можете, соответственно, по-разному совершенно сыграть. Когда вы заканчиваете комбо ближним скиллом, в принципе, это хороший вариант, потому что это уже конец комбо, и противник, соответственно, уже, скорее всего, даже не будет пытаться сдавать линк, потому что он уже получил огромное количество урона. Даже если он и среагирует, то вы все равно комбо успеете закрыть и нанести необходимый урон. Единственное, что если противник достаточно грамотный, и он не захочет вас далеко отпускать на дистанцию, то он может использовать свой линк, чтобы просто не дать вам возможности после комбо быстро уйти в другую часть арены. Что достаточно важно для нас, чтобы начать сетапить новое комбо. У вас варианты разные есть, но вот этот вариант один из самых лучших, чтобы иметь у себя в арсенале для следующего комбо 2 дальних скилла. Поэтому лучше закрывать именно ближним скиллом. Я, наверное, буду вам рекомендовать именно 2 варианта закрытия комбо, либо с помощью этого скилла, либо с помощью этого. Потому что вот этот скилл, он хороший для сетапа как раз-таки, когда вы поймали противника. Плюс он еще и как бы открывает опять-таки вот этот вот ближний скилл. Соответственно, нам лучше его в конце комбо не сдавать, потому что он также еще дает возможность поддержать противника, чтобы потом еще одну серию автоатак кинуть издалека. То есть давайте сейчас я вам покажу, как в идеале должны выглядеть 2 серии комбо, когда вы ловите противника. Все, и ушли на дистанцию. Сетапим 4-ю автоатаку, кидаем тройной слэш. Кидаем это. Начинаем опять автоатаки. И закрываем.
Видите, таким образом мы сделали полную серию комбо, закрыли все ровно до последнего скилла, и в конце комбо даже смогли заполнить себе шкалу, чтобы использовать специальный скилл. Третье комбо для нас становится еще более безопасным, потому что у нас появляется специальный скилл, который мы можем ставить в удобный момент. Давайте также рассмотрим вариант, когда уже, допустим, идет середина матча, у вас накопилась шкала специального скилла, и вы хотите сделать ровно то же самое комбо. Соответственно, используете, видите, вы все еще держите дистанцию и можете, в принципе, закрыть вот таким вот образом. И потом уже активировать меч, если вам это необходимо. Уходим на дистанцию, сетапим, ловим. Теперь я надеюсь, что у данного активного скилла появится чуть больше пользователей, которые умеют грамотно использовать скиллы, делать комбо. Данным комбо вы однозначно удивите противника, потому что никто из михолков подобного рода вещами не занимается. Соответственно, будьте одними из первых, удивляйте своих соперников, добавляйте себе индивидуальности, как-то так. Но опять-таки, если смотреть глобально, то вот этот активный скилл, он гораздо хуже по сравнению с другим активным скиллом, который красный достаточно продолжительное время и имеет большой радиус поражения. Ну и к тому же он еще из логии выбивает. Данный активный скилл из логии не выбивает. Давайте вернемся к привычному активному скиллу. Я хочу показать еще одно комбо, которое при должном мастерстве позволяет также безопасно сделать комбо, не получив урона от ближнего линка противника. Начинается оно ровно так же, как и предыдущее комбо. Уходим на дистанцию. Видите, в принципе, таким образом у нас есть достаточно большая дистанция, чтобы избежать ближнего линка. Но опять-таки надо понимать, что если это будет Боа Хэнкок, то она, как правило, появляется вот перед противником, то есть она будет где-то между вами. Те линки, которые наносят просто урон, они до вас в данной ситуации, скорее всего, либо не дотянутся, либо если дотянутся, как вы видели, вы закрываете комбо красным скиллом. И есть еще комбо, если вы вообще в себе не уверены и вам не жалко за одно комбо использовать максимально все красные скиллы. Либо во время этого скилла, либо во время продолжения первого скилла противник уже, скорее всего, сдаст линк. Соответственно, можете использовать это комбо, если вы не особо уверены в том, что сможете избежать линк противника. Поскольку я вам сказал, что буквально каждый скилл и 4-я автоатака заполняет меч Михолка, вам надо научиться грамотно его заполнять. Давайте, например, представим ситуацию, что у противника нету линка, и мы, соответственно, ловим его вот в этой позиции. Все, в принципе, чтобы максимально грамотно заполнить шкалу, делаем вот так вот. Все, видите, у нас есть полная шкала, и мы можем ее уже активировать после этого комбо. Единственное, что стоит сказать, если вдруг у вас противник после первого скилла улетает в бок куда-то, выравнивайте персонажа так, чтобы быть перпендикулярно стене. Таким образом, вы себе комфортно обеспечиваете возможность делать вот это вот комбо. Также, наверное, стоит сказать о более совом варианте, когда у противника есть линк. Ну, просто, получается, ловите также и сдаете красный спелл, и делаете, в общем-то, ровным счетом все то же самое. Если вам нужно перестраховаться, просто используйте продолжение первого скилла. Так, ну теперь, наверное, еще стоит сказать про сетапы. Продолжение первого скилла, оно от и до красное. Единственное, надо немножечко заранее использовать этот скилл. Таким образом можно поймать противника на восстановление. Нормальные игроки прекрасно понимают, зачем Михолк стоит рядом с ними, поэтому они такое, скорее всего, не поймают. И опять же, тут очень все зависит от того, как сыграет противник. Если противник решил на наше продолжение первого скилла уйти в сторону и провязать какой-то скилл в нас, мы можем сразу активировать контратаку и поймать его. Так вот этот раз прожмем сразу двойку. Смотрите, видели?
Записали? Для надежности посоветую нажать скилл и зажать его. В случае, если противник решил ничего не использовать на контратаку, прожимайте автоатаку. Видите, о чем я говорю? Таким образом вы сможете попробовать его поймать на дистанции. То есть от противника особо ничего в этот момент не ждите. Попытайтесь сами себя максимально засейвить. Вы используете продолжение первого скилла, и из красного скилла в другой красный скилл уходите. И вот двойку вы зажимаете. Именно зажимаете, потому что если противник вас что-то кинет, то у вас сработает триггер контратаки, и вы сделаете телепорт ему за спину. Понимаете? Вам нужно грамотно научиться реагировать. То есть нажали, зашли в красный спелл. Соответственно, если он нас не контратаковал, мы просто кидаем ему в лицо вот этот слэш. Поняли, да? Кстати, что стоит отметить касательно сетапа с продолжением вот этого первого скилла. Вы сетапите этот скилл, находитесь прямо в противнике. Вашим самым страшным врагом будет противник с захватом. То есть какой-нибудь гарп вас просто схватит. Видите, о чем я говорил? До фламинго нас, допустим, может поймать на своем активном скилле. То есть, если противник грамотный, и он все понимает, он просто либо схватит вас, либо же просто использует скилл с оглушением какой-то. Так что вам надо еще понимать, что у противника есть в наличии по скиллам, чтобы не произошло вот таких ситуаций, и вы лишний раз не подставились. Также, когда у вас активирован меч, вы можете сетапить первый скилл на восстановление противника. Давайте сейчас покажу вам, как это должно выглядеть примерно. Противник упал, вы кинули. Тут вам надо будет уже смотреть на поведение противника. Если он остается здесь, пытается вас автоатакой поймать, то вы, в принципе, можете особо не уходить. Но для надежности лучше использовать второй скилл, да, опять-таки, как и в случае с продолжением первого скилла, либо попытаться угадать, куда сделает дэш противник, и сразу же проследовать за ним и контратаковать автоатакой. То есть как-то так. Давайте вот так сделаем. Поймали. По большому счету у Михоука как таковых сетапов больше нету. В основном люди играют либо от продолжения первого скилла, либо же уходят на дистанцию и играют от четвертой автоатаки. То есть пробовать играть от двойки очень сомнительное решение, потому что не попадете в тайминг, противник бесплатно вас поймает. Делать сетап через активку, ну тоже никак не сделаешь. Вот здесь вас уже 100% накажут. Вот мы активируем меч. Давайте попробуем типа вот так сыграть. Можно попробовать сыграть так, но это ненадежно. То есть, как таковых сетапов больше у Михоука нету. Что в стандартной форме, что в заряженном мече, сетапов, в принципе, у него таковых нету. То есть, вам нужно просто запомнить основные моменты, что первый скилл нужно использовать как можно ближе к противнику. Согласно той схеме, которую я вам показал, я пояснил вам, почему это необходимо делать. Вам надо понимать, на каких моментах вас могут поймать, да, то есть, это активка. Вас также могут поймать вот на этом скилле. Вас могут поймать на этом скилле. Вас очень сильно могут поймать вот на этом скилле. То есть, знаете, вот эти все моменты, вот этот единственный безопасный скилл для вас. Все остальное, чтобы вы не проюзали, будет для вас наказуемым. Опять-таки надо понимать, против кого вы играете, что вам позволительно, что непозволительно. Моей задачей, наверное, было показать основные моменты. Я так понимаю, что многие люди проголосовали за Михоука, потому что они, может быть, не совсем понимают, как у него работает контратака. Я так понимаю, проблема у большинства в этом, потому что, если честно, я не совсем понял, почему такой большой интерес вызвал именно Михоук. В общем, особо больше тут говорить нечего. Единственное, что я сейчас просто покажу геймплей. Попробуем реализовать какие-то моменты, что мы тут обсуждали. Потому что вы тоже должны понимать, что вот этот танец, когда вы бьете автоатаками по воздуху, не каждый противник будет терпеть, и в какой-то момент он может просто вас контратаковать. Поэтому давайте сейчас сыграем несколько игр и вообще поймем, что из этого можно использовать, а там мы уже, как говорится, посмотрим. Окей.
Окей. Неплохо, неплохо. Лойнуло. Окей. Давайте стапить. Окей. Ну и добиваем его. Ну, неплохая игра получилась. Неплохая. Поначалу, конечно, если честно, у меня немного подгорело с морковки, но в целом окей. Окей. Сетапим единицу. Идем щит. Ага. Будем сетапить. Вот этот дроп. Просто на ровном месте. Просто дроп на ровном месте. Вот, имейте в виду активка. Лучше ее просто так не вставлять. Лойну. Успел. Поймали его. Дроп. Открываем. Уходим. Я дали шкалу ему, конечно, бесплатно. Закрываем. Ходим. И предсказуемо. Кинем просто, потому что можем. Сыграем так. Идем. Идем. Поймаем. Поймаем. Ага, так и знал.
Ну, как-то так. Просто, если вы читаете противника, то можете, в принципе, подобными вещами заниматься. Ну, успеет он нас поднять тут, конечно. Делаем вот так. Видите, он дает нам возможность просто бесплатно использовать его скилл. Мы, собственно, не отказываемся. Уходим сетапить. Окей. Ловим. Мы закрываем. Зачем так играть, непонятно. Ошибка была. Слишком я сдал рано. Плохо парень играет, на самом деле. Ломил. Совершает ошибки новичка, как говорится. Пойдем сетапить. Ломил. Нет, не ломим. Юзаем тогда так. Закроем единицы. Ведь это, скорее всего, мой подписчик. И он должен был видеть гайд на Зоро. Но почему он так плохо отыграл? Это, к слову, уже третья победа подряд. 1 в 3. Давайте посмотрим, что там еще можно сделать. Эх, не успел. Ошибка. Успею? Ага. Окей. Эх, не успел я дэшнуться. Ой, эх. Не ушли. Сейчас уйдем. Господи, слишком. Все не так, как должно происходить.
Я ждал, очень долго выдерживал паузу, но не нажимал противник. Будет сдавать спешл, видно, что играет на него, но ошибка. Не получилось зачаржить, зарядить в шкалу вторую. Спокойно отыграли. Ходим. Закрываем. Плывем. Вообще не в ту сторону, конечно. Ошибка. Ой. Ой, видели? Обалдеть, не попал по нему. Ходим. И закрываем ультой. Ну что же, это 4-я победа подряд. 1 в 3. В общем-то, какие-то моменты вроде все равно удается, да, показать. Видно, что они работают. Да, даже вот против линка Санджи с ногами мы можем спокойно позволить себе уходить на автоатаках назад и потом уже 4-я автоатака возвращаться и делать комбо. Поймали. Вернулись. И быстренько, чтобы успеть засетапить. Давайте смотреть. Поймали. Сейчас не стесняемся, сдаем урон. Максимально быстро. Опять делаем это. Опять сетапим. И все. Ну и добиваем. Давайте попробуем контру поймать. Отлично. Сейчас сетапить смысла нет, и выходим на дальнюю дистанцию. Вот так вот. Потому что у него был второй скилл, он бы просто его произвел. Лойно, он не уйдет от этого. Ну и добиваем. Окей. Ловим его. Не стесняемся. Ну вот и все. Ну как-то так. Неплохо получилось в целом. Можем, в принципе, сейчас, наверное, на контратаке телепортироваться Тичу за спину. Угу. Щит не пробили. Не успел регернуться. Лоем. Опять. Закрываем единицей. И сетапим. Видите, о чем я говорю? Если противник решит убежать, мы подобным образом можем его попробовать поймать. С Зялом ровно то же самое. Видите? Он пытается засейвиться, не контратакует, но мы ему в спину вслед кидаем просто скилл.
Не попали в тайминг. Ловим. Уходим в сторону. И по идее у нас есть быстрое время. Ага. Пробуем сетапить. Ох, видели? Вы это видели? Мы отразили его скилл прямо ему в лицо. Делаем то же самое. Видите? Слушайте, красота, а не игра получилась. Просто красота. Сейчас попробуем отразить Аокизи. Окей. Используем. А, не успел, да? Вставлял я активку, но нет. Эх, поймал у нас. Увы. Ну, мы выживем, конечно, но сейчас будет тяжело. Ага. Все, у него нету линков. Похолдим немножечко. Нету дэшей. Ой-ой-ой. Ну, вообще, в целом, у меня на этом все. Всем огромное спасибо за внимание. Спасибо, что смотрели. И пока-пока.